Всем добрый день! Вы на канале Вязание от Ангелины Озимок. Сегодня у меня такая маленькая работа, но тем не менее для нас, любителей вязания, вязаные аксессуары — это тоже достаточно интересно. Очень давно меня просили связать подставку под кофе. Вот такую кружечку я решила связать. Вяжется очень-очень просто. Времени буквально минут 10-15. И если навязать комплект, да, несколько штучек таких вот бокальчиков, то, пожалуйста, подставка под чай, кофе у вас будет готова. Расход пряжи буквально грамм, наверное, 10. Из любых остаточков можно связать, подарить, сделать комплект, может быть для себя, может быть для родных, и порадовать любителей вязания вот такими маленькими подставочками под чай, кофе. Предлагаю посмотреть. Сегодня будем вязать подставочку под чай, кофе. Кружечку. Такая вот у меня позитивная открыточка. Лучший день для вязания сегодня. Почему бы нет, да? Слонимская пряжа коричневая, крючок 2,75. И мы начинаем наш простое вязание. 7 воздушных петель. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Теперь наша задача провязать 7 полустолбиков. Сделаем воздушную петельку, накид, и во вторую воздушную петлю провяжем наш полустолбик. В каждую воздушную петельку наша задача провязать полустолбик. 2, 3. Первый ряд всегда такой сложный. 4. Провязали. И еще в обратную сторону сделаем воздушную петельку, разворачиваю вязание, накид, и еще один рядочек наши полустолбики. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Вот. Теперь довязываем. Довязываем. Еще столбик провяжем этот, чтобы здесь все было ровно и красиво. Теперь наша задача увеличивать. Воздушную петельку сделали, и в первом столбике провязываем 2 полустолбика. 1, 2. Все столбики вяжем по факту, а в последнем тоже свяжем 2. И таким образом сделаем 5 прибавочек, 5 рядов. Прибавка. Сейчас мы сделали. Потом ряд просто полустолбики. Опять прибавка, потом 5 полустолбики. Вот. И 5 раз нам нужно сделать прибавочку. И наше вязание практически будет готово. В последний полустолбик 2 полустолбика. 1, 2. В следующем ряду вяжем просто без прибавок. То есть прибавки делаем через раз. Через раз. Довязываем. Вот такая вот чашечка у нас уже получается. Теперь нужно добавить белый цвет. Белый цвет я хочу добавить
провязывании последнего столбика. Сейчас мы белую ниточку тоже привяжем. И закончим полустолбик белой ниточкой. И воздушную петельку сделаем. Вот так вот. Все, коричневую ниточку мы с вами убираем. И воздушную петельку сделали. И теперь, смотрите, наша задача провязать столбик без накида. Раз. Столбик без накида. Два. Полустолбик. Один. Полустолбик. Два. Теперь мы вяжем все столбики с одним накидом, а в самом конце наша задача точно так же 2 полустолбика и 2 столбика с накидом провязать, чтобы у нас одинаковое вязание было в самом начале и в самом конце. То есть мы здесь вяжем наши столбики. И в самом конце нужно провязать 1, 2, 3, 4. Еще один столбик. Вяжем столбик с одним накидом. 2 полустолбика. 1, 2. И 2 столбика без накида. Два столбика без накида. Ниточку мы здесь отрезаем. Белая нам ниточка больше не нужна. Такой завершающий фактор. И коричневой ниточкой вот у нас с вами петелька 1 и 2. За вторую петельку делаем воздушную петельку. За вторую надо провязать ряд полустолбиков. Так. Вот таким способом провязываем нашу кружечку кофе за вторую дужку петли. За вторую дужку петли провязываем полустолбиками. Белую ниточку надо спрятать. Вот, и довязываем ряд до конца. Аккуратно. И обвязываем таким же полустолбиком всю нашу кружечку. Поворачиваем и провязываем. Вот у нас тут есть такие боковые столбики. Для того, чтобы наша кружка была более аккуратная и не было видно этих всех столбиков. Вот, чтобы она была такая аккуратная, да? Надо все это обвязать. Со всех сторон. Так. Не очень удобно, согласна, но... Так. Еще чуть-чуть.
Видите, сразу край более симпатично выглядит, когда у нас есть обвязка. Поэтому обвязываем. Переходим на другую боковиночку и точно так же вяжем до самого верха. И превращаем нашу красивую подставочку видите, как получается в аккуратную форму, да? Осталось немножко, довязываем и потом будем вязать с вами. Так, что это у нас здесь? Будем вязать с вами ручку для кружечки нашей, для кружечки кофе. Так, белая ниточка мешается мне. До конца доводим. Вот смотрите, как намного стало симпатичнее. Теперь разворачиваем в обратную сторону, сделаем соединительный столбик и провяжем 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Примеряемся. Мало. Давайте еще провяжем. Наша задача провязать, допустим, еще парочку. 10, 11, 12, может быть 13. И где-то вот на том расстоянии одинаково прикрепим такую нашу, да? Вот. Теперь надо обвязать. Сделаем столбик. Раз без накида, 2, 2 полустолбика, 1, 2. И теперь столбики с накидом. Столбики с накидом. У нас было 13 петелек. Так, мы сделаем 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, допустим, 8. 8. 2 полустолбика, 1, 2. 2 столбика без накида, 1, 2. Ну, я так думаю, сейчас мы присоединимся и посмотрим, удалась наша кружечка или нет. Или надо было просто полустолбиками, как вы думаете, провязать? Ну, достаточно симпатично, да? Вот наша подставка под кофе готова. Ниточку отрезаем, прячем. Из любых остатков пряжи, любого, в принципе, цвета можно сделать, не обязательно коричневые. Какие-то ниточки у вас остались, и можно за минут 10 связать такую подставочку. Лучший день для вязания. Навязать их несколько штучек. Можно себе на стол, можно на подарочек. Тут уже смотрите сами. Такая идея. Надеюсь, идея вам понравится. И возьмете себе на вооружение и свяжете. Спасибо, если досмотрели ролик до конца. Пишите комментарии, это очень важно. Понравилась вам идея или нет. Будем применять, вязать, радовать себя, родных и близких.
Подписываемся на Яндекс.Зен, YouTube, Рутюб, Телеграм и вяжем вместе со мной. До новых встреч!